Если бы в мире животных из будущего отправили бы зверя, чтобы спасти звериный мир, то без сомнений это был бы медоед. Он терминатор животного мира. Бесспорный владелец черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и самбо. Все мы знаем, что царем зверей бесспорно является лев. Однако есть зверюга, с которым даже львы стараются не связываться, чтобы не получить неприятностей на свою, так сказать, голову. Для него не существует никаких авторитетов в животном мире, где он обитает. Если бы медоед был размером со льва, в джунглях и саванне все шепотом ходили бы. А перед началом я прошу вас подписаться на канал. Обещаю, впереди много интересного. Теперь погнали. Медоед – зверь, которому на всех пофиг, анархист и камикадзе. Медоед способен вести схватку 1 против 6 львов, есть ядовитых змей, а также периодически драться с леопардами. Он имеет настолько сильную иммунную систему, что даже после смертельного укуса кобры он просто впадает в сон, а проснувшись, делает быстрый рестарт и продолжает есть эту змею. Самой известной чертой медоеда является его крайне вспыльчивый нрав и бесстрашие. Он занесен в книгу рекордов как самый бесстрашный зверек. Другое название медоеда – лысый барсук. Он принадлежит к семейству куньих, а ареал обитания охватывает практически весь африканский континент и часть Азии. Это небольших размеров зверь, чья высота в холке составляет 30 сантиметров, а вес не более 13 килограмм. Самцы чуть крупнее самок. Медоед покрыт плотной грубой шерстью черного и белого окраса с четкой границей между цветами. На лапах расположены длинные когти, которыми он может копать землю, использовать в качестве орудия нападения, а также защиты. Голова у него небольшая, а уши настолько мелкие, что не всегда заметны. Это очень ловкий зверек, хотя глядя на него так не скажешь. Грации в нем мало, но при этом он умудряется забираться на высокие деревья. Запросто преодолевает скалистую местность и густой кустарник. У медоеда есть много причин, чтобы быть бесстрашным. У него действительно очень толстая и эластичная кожа, которая является настолько жесткой, что, как было доказано, она почти невосприимчива к традиционно сделанным стрелам и копьям. Кроме того, его кожа может принять полноценный удар острого ножа, кожа не режется от начала до конца, она поглощает удар. Фактически эта кожа помогает медоеду защититься от зубов хищников. Из многих сражений он выходит потрепанным, но не побежденным. Медоед может легко извиваться и злобно атаковать морду и глаза хищника. Животное, убившее его, скорее всего, дважды подумает, прежде чем атаковать в будущем другого медоеда. Медоед агрессивен, раздражителен, вспыльчив, моментально реагирует на любое движение в свою сторону и фактически всегда готов к схватке. Ну а учитывая описанные выше характеристики и возможности зверя, неудивительно, что никто не горит желанием с ним связываться. Наряду с острыми зубами, медоед также имеет невероятно мощные челюсти. Это связано с тем, что медоед может съесть любую часть своей добычи, в том числе и кости. Челюсти также достаточно сильны, чтобы без проблем поедать черепах, включая их панцирь. Кроме того, что медоеды – бесстрашные звери, они также невероятно умны. Они достаточно наблюдательны и используют много вариантов охоты, чтобы поймать свою добычу. В общем, медоеды живут на нашей планете давно, и природа потрудилась сделать их не то чтобы неуязвимыми, но максимально проблемными соперниками для фактически любого противника. В случае медоеда можно с уверенностью сказать, что эволюция прекрасно потрудилась не только над формой, но и над содержанием, то есть не только над внешними признаками животного, каждый из которых заточен на то, чтобы сделать своего хозяина непобедимым, но и над несколькими возможностями организма зверя, скрытыми от посторонних глаз. Так, специальные анальные железы медоеда выделяют секрет наподобие скунсьего, чей запах настолько отвратителен и стоек, что заставляет других животных обходить владение животного стороной. Ну или как минимум сторониться нор и кустов, из которых может внезапно выпрыгнуть свирепый медоед, а то и два. Посмотрите кадр, где медоед охотится на ядовитую змею и где он всего один раз промахивается, и в результате она его кусает. Помните, как всем показалось, что медоед умер? Но не тут-то было. Через некоторое время медоед просыпается, хоть у него опухло место укуса. Он продолжает есть убитую змею. Так почему ему все равно на укус змеи или рой пчел? Я подозреваю, что он каждый раз после укуса змеи болеет с похмелья, поэтому у него вечно дурное настроение. В крови у медоеда есть белок, расщепляющий нейротоксины. Из-за перечисленных особенностей у животного почти нет естественных врагов. Медоеды в основной массе одиночки, хотя иногда сбиваются в небольшие стаи. Каждая одиночная особь контролирует территорию в несколько квадратных километров, на которой вырывает десяток достаточно больших ям и нор для укрытия и сна. Они в основном предпочитают ночной образ жизни. Зверь вполне всеяден, может питаться животной пищей и растительной, но предпочтение отдает первой, также не брезгует насекомыми. Основная добыча – всевозможные грызуны, птицы и их яйца. Бывает, что охотится и на более крупных по сравнению с собой представителей фауны – лисиц и антилоп. Были случаи нападения даже на буйволов. Более того, часто его добычей становятся всякие рептилии и земноводные. Небольшие крокодилы, черепахи и змеи, в том числе ядовитые.
Много лет тому назад на территории Южной Африки одного из таких храбрецов спасли из ловушки и отправили в реабилитационный центр в национальном парке Крюгера. 20 лет он сводил с ума работников нацпарка. Молодой медоед получил кличку Стофл. Стоит сказать, с его появлением жизнь в парке полностью изменилась. Животное постоянно пыталось сбежать из своего вольера и приносило много хлопот другим обитателям зверинца. Бесстрашный зверек пугал даже крупных существ. Однажды он покусал носорога и вломился в дом человека, присматривающего за животными. Вдобавок ко всему на счету непоседы не только собственные побеги, но и помощь львам в бегстве из клетки. Сотрудники парка предпринимали многочисленные меры для того, чтобы направить энергию зверя в правильное русло. Они даже приобрели для него подружку по кличке Хами. Но Стофл, как истинный медвежатник, быстро научил всем своим уловкам свою напарницу, и они стали хулиганить совместно. Они с легкостью открывали задвижки дверей и перебирались через высокие бетонные стены с помощью различных предметов. Для побега медоеда использовали камни, сложенные в кучу, затем шарики грязи и даже наклоняли деревья. Он залезал ей на плечи, чтобы затем благополучно смыться. Как-то работники забыли грабли, но, заметив, что Стофл старательно чешется об них, не стали забирать инструмент. Думали, ну пускай зверек развлекается. Прислонив грабли к стене, медоед снова дал дёру. Да. А кто знает, куда так отчаянно стремился Стофл? Оказывается, чаще всего обжора стремился в столовую, где обедали волонтеры. Затем его, сытого и умиротворенного, на руках доставляли обратно в клетку. Куратору медоедов Брайну ничего не оставалось, как создать специальную электрическую ограду, и пока Стофл и его дама не придумали, как с ней справиться. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, я буду вам признателен за лайк, комментарий и подписку на канал.